Блин, неужели теория подтверждается, и СВЧ позволяет увеличить выход газа? Он выжил после СВЧ. О, он теперь радиоактивный. Сейчас направил на курей. И знаете что? Я получил курицу гриль. Где? Где все? Где движняк? Где газ? Вот петух здесь вот рядом с моими работами лежит, отдыхает. Не бахнет ничего. Добрый день и добро пожаловать на канал Garnage Life. Меня зовут Игорь, и я увлекаюсь водородными разработками. Прошу прощения за сегодняшний антураж, фон сзади меня, ибо я решил провести испытание нашей шайтан-машины версии 3.2. Она большая, в нее будет подаваться микроволновое излучение, и непонятно, что может произойти. Поэтому я решил приехать за город, собрать это все дело и протестировать. Еще раз проверить, будет ли увеличиваться выход газа и насколько. Буквально неделю назад я попытался подобное сделать, но есть микроволновка, а это нановолновка. Сделал нановолновку такую, и она в моменте эксперимента просто отказала. Я думаю, ну, придется перенести эксперимент на сегодняшний день, купить новую микроволновку, порезать ее, сделать вот такую прелесть маленькую, все это дело подсоединить, залить электролит и еще раз проверить. Этим мы сегодня с вами и займемся, если все будет хорошо, не начнется дождь. Но я думаю, если вы это видео увидите, значит ничего не произошло плохого. Погнали резать! Отрезать, я думаю, мы будем в аккураточку по этому торцу, как на той. Была одна микроволновка, теперь две. Я не вам. Короче, друзья, пришлось вырезать отверстие, чтобы был доступ к магнетрону. Теперь задача взять новую какую-то емкость. Причем надо будет отрезать длиной 12 либо 24 сантиметра, аккуратненько поставить и закрепить это все через клепки к корпусу. И тогда мы сможем подать излучение вот сюда. Вот, снимаю я за городом. Атмосфера здесь на самом деле, ну, такая интересная. То есть можно... Вот петух здесь вот рядом с моими работами лежит, отдыхает. Вот такая вот история.
Ну что, друзья, магнетрон я проверил, работает отлично. То есть я его тут заглушил, сейчас направил на курей. И знаете что? Я получил курицу-гриль, просто направив туда излучение магнетрона. Вот так вот. Идем дальше. До этого, в прошлые выходные, я попытался 1% раствор использовать для того, чтобы получить выработку газа. Но этого оказалось довольно мало. Я заказал еще килограммчик для того, чтобы сделать хотя бы 10%. И вот он приехал вот в таких упаковках по 0,5. Кстати, повторюсь, друзья, все, что я делаю, это крайне опасно. То есть максимально опасно, максимально вредно. Поэтому не повторяйте все, что вы здесь видите. Я в предвкушении результата. Сможем ли мы получить больше газа? Подтвердится ли моя теория? Если даже не подтвердится, я надеюсь, что этот эксперимент пойдет на пользу. На пользу пойдет. Так. Щелочь. Очень едкий материал. СВЧ-излучение не менее опасно. В симбиозе это просто сумасшедший коктейль получается. Не повторяйте. Все, что вы здесь видите, блин, очень опасно. Сейчас еще бы не надышаться парами. Парами. Пыльцой. Не парами, пыльцой. Так, открываем. И потихонечку начинаем заправлять. Оно сейчас будет нагреваться. Так, надо помешать чем-то. Так, чем бы это все дело помешать? Ой, ой, ой. Ой. Тут есть палочка. Ой, слышите? Вот прям тепло встало. Нагрелось моментально. Так, досыпаем. И убираем это дело. Сейчас. Если все будет нормально, мы еще с вами сможем провести эксперимент с ультрафиолетом. Ай-яй-яй-яй-яй. Подготовительные работы у меня заняли, ну, не меньше 4 часов. Если быть точным, часов 6. Если электролит держать в пластиковой бутылке, то она чаще всего спустя какое-то время трескается и все разливается. Поэтому необходимо не в подобной таре держать, а в подобной. Вот. Да, Александр Константинович? Алло, Игорь. Да? Добрый день. Здравствуйте. А чуть цыпленок помер? Я на него излучение подал. Да я шучу, я шучу. Нет, Я думал, что вы по нему из этой трубки выпили. Да я пошутил. У меня вот сейчас осталось... Я подумал, да, что это надо трубку к нему вплотную так сказать, приблизить, чтобы такое случилось. Да нет, это была шутка юмора. Я сейчас наполню генератор и уже буду проводить эксперимент. Вот сейчас электролит заливаю. Я вам перезвоню. Ну а магнетрон-то жужжит? Да, все жужжит, все хорошо. Подсоединил этим металлизированным скотчем, все обмотал, чтобы ничего нигде. В общем, все хорошо. И фольговым. Главное ликвидировать вот эту щель, где
труба примыкает и к печке, а с другой стороны к этому Всё. электролизеру, чтобы оттуда Всё. ничего не утекало. Да, я все прямо сделал вот так очень хорошо. Ну, я посмотрел, да. Ну, ладно, успехов тогда. Спасибо. Отправил видео, сказал, что проверил магнетрон на курице, и магнетрон работает. Шутка удалась. Вот. Так, надо успевать. Сейчас потемнеет. Будет не очень прикольно в темноте это все делать. Потому что времени осталось совсем чуть-чуть. Ну, а переносить это уже тоже не очень хочется. Включаем. Питаемся мы от сварочника инвертора. Так, пока ничего не вижу. Где все? Где движняк? Где газ? Вот, пошли пузырики. Так, ну пока... ну нормально. Сейчас я попробую сделать так, чтобы вам было видно. Вот так вот. Сейчас я зафиксирую. Вот так вот. Чуть под наклоном. Все, газ идет. Я для себя сейчас гляну на мультиметре сколько чего, а потом вам покажу. Значит, напряжение 4,8 вольта. Ток. Так, ток 59 ампер. Ну, прилично на самом деле. Так, 60 даже давайте возьмем. 60 и... Ой, прошу прощения, сейчас переключусь. И 4,9. Ну, пусть будет 5. У меня есть бутыль Вульфа, но я его сегодня не брал. Им можно более-менее точно замерить. Более-менее точно можно замерить количество газа. Но пока давайте на глаз. Просто визуально увидим. Будет ли скачок вперед. Не бахнет ничего. Так. На низкую поставили. Смотрим на пузыри. Ну и отходим. Ух ты ж. Заискрило там что-то. Блин, заискрило что-то. Я грешу, что трубка, которую я поставил на клепки, у нее клепки слегка выступают, возможно, они и заставляют образоваться искры. Может быть еще момент. Сама эта фольга, хотя он примыкает довольно хорошо. Давайте еще раз посмотрим. Пока не буду включать, еще раз замерим с вами вольтаж. — 4,7 и амперы. Увеличились, удивительно. 66, 65. Теперь опускаются. То есть при свече-излучении почему-то ток вырос, а сейчас обратно опускается. Так, еще раз. Давайте чуть прибавим. О, смотрите, перестал искрить. Прибавим мощности. СВЧ.
Я, скорее всего, из-за того, что ближе туда подвинул, фольга теперь не искрит, которая снаружи, у места, где примыкает. Смотрите, уже... Опа, опять пошла искрить. Давайте побольше сделаем. Выжмем. Чем-то жареным запахло. Смотрите внимательно, больше ли пузырей? Даже непонятно, да? Вроде бы так же. Так же? Давайте на всю врубим. Главное не поджариться. Отходим. По-моему, более активно стали, нет? По-моему, так тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Смотрите внимательно. Я отойду, чтобы не поджарить себя. Пока я еще... Но они, по-моему, прямо такие стали. Дун-дун-дун-дун-дун. То есть циркуляция такая довольно активная. Бум-бум-бум. А теперь давайте выключим. Да нет, и вроде и так. Может быть, сейчас образовалось давление газа, и скорость пузырей, даже несмотря на то, что мы выключили СВЧ, оно образовалось, и скорость поэтому такая, увеличенная. Давайте посмотрим. Вообще очень активно генерится. Блин, неужели теория подтверждается, и СВЧ позволяет увеличить выход газа? Да, вот видите, они, по-моему, замедляться стали, уже не такие активные. Так, давайте проверим быстренько, быстренько замерим ток. Ток уменьшился. 50 ампер. Я вам сейчас покажу. 50 ампер. И давайте посмотрим вольтаж. И напряжение упало 4,7. И смотрите, пузыри опять стали медленно. Ну смотрите, пум-пум-пум-пум. Мне кажется, ну замедлились чуть. Давайте еще разочек бахнем. Бахнем еще раз излучение. Главное минимизировать зазоры между нашим излучателем. Кстати, он нагревается, представляете? Очень странно. И генератором. Опять на всю мощность сделаем, чтобы сразу увидеть результат. Я отойду чуть, чтобы не пострадать. Ну да, по-моему, они увеличиваются. Вот у меня есть здесь зрители, они кивают. Зрители кивают, говорят, что увеличивается. И самое интересное, размер генератора позволяет как раз поглотить всю энергию от СВЧ. Оп-оп-оп-оп-оп. Оп. Видите, когда плохо примыкает, скорее всего, как раз фольгированная изолента принимает часть энергии СВЧ и начинает искрить. Но пузыри активные. Да, они прям действительно видно, что прям бум-бум-бум ускоряются. В общем, надо провести подобный эксперимент и увеличить щелочи уже. Опа, что-то горит. Да? Что-то горит. А что горит? Да нет, все холодное. Может быть, да, прокладка резиновая загорелась. Ну да, смотрите, и опять пузыри более такие спокойные. Давайте еще раз замерим, и я вам еще раз покажу, уже для себя замерю. И не буду вас томить, и покажу вам потребление. 4,7. Так. И амперы. 54, 53.
52. То есть ток падает. Ну, это понятное дело, он сейчас, может быть, слегка нагрелся, электролит. Хотя, честно, холодный. Так, все, давайте я вам сейчас все более детально покажу. Так, давайте сначала замерим ток. Увеличился, ничего себе. 62. Только что было 50 с чем-то. Вот. Значит, мы имеем с вами 4 и... Отходит там у меня 4,8. Так. 47. 47 ампер. Что-то там заискрило. Сейчас я это все дело уберу и более детально вам там покажу, как это вот дело устроено там внутри. Вот в этом месте, вот справа, где трубка касается стенки, скорее всего, фольга искрила. Там дальше стоит резинка, которая позволяет уплотнять нашу трубку светопрозрачную, которая как раз и поглощает и передает на пластины излучение. Вот. Вот так вот это выглядит вблизи. Ну и получается около 300 ватт потребления. 300 ватт, какая генерация хорошая газа. Я думаю, это достойно лайка. Тем более сам факт того, что я микроволновку превратил в нановолновку. Ну и практически весь день, уже темнеет, потратил на то, чтобы вам показать этот эксперимент. Так, предлагаю, пока еще более-менее светло, мы быстренько сейчас снимаем СВЧ-излучатель, ставим излучатель ультрафиолета и посмотрим, как он повлияет в подобных условиях на выход газа. Ну что, друзья, установил ультрафиолет. Сейчас мы включим, посмотрите, как это выглядит там внутри. Все прекрасно. Кстати, повторюсь, он для глаз очень опасен, и я даже как-то повредил себе глаза в одном из экспериментов. О, там паук есть. Ничего себе. Смотрите, какая прелесть. Охренеть, он выжил после СВЧ-излучения. Просто генератор на улице стоял, но, по-моему, ему как-то херовато. Офигеть. Представляете? Он выжил после СВЧ. О, он теперь радиоактивный. Он теперь сейчас укусит и все. Какой паук-то большой. О, вылез. Нормально. Он пережил СВЧ, а вот от ультрафиолета убегает. Сейчас и эту курицу поджарим. В общем, все, друзья. Вот так это все горит. Сейчас мы это включим. Сейчас попробуем поближе даже показать, как это там внутри оформлено. Давайте включаем. Видно, как там образовываются пузырьки. Генерация идет. Так, давайте замерим. Давайте просто визуально посмотрим еще раз, как это, как с без СВЧ. Ой, прошу прощения, без ультрафиолета. Ультрафиолет. По-моему, быстрее. Реально. Ну, я это звук не накладываю. Вот, выключил. Давайте поближе поставлю, так, чтобы было видно. И это без. С. Непонятно на самом деле, да? Придется бутыль Вульфа ставить и заново замерять, и количество щелочи увеличивать.
Ну, пока потребление смешное. То есть это при 300 ваттах вот такое количество пузырей. Даже, по-моему, меньше. Давайте замеряем вольтаж. Смотрите, вольтаж вообще упал. Невероятно. 3 вольта всего. Одуреть. При такой генерации. При таком количестве пузырей. Давайте померяем быстренько ток. Ток у нас 53. То есть всего лишь 53 ампера. Вот, потому что, скорее всего, система сама нагрелась. Сейчас мы замеряем. 53 градуса. Подождите. Да, эта сторона нагрета. Ну что, друзья, вот такой был эксперимент. И я рассчитываю, следующий эксперимент мы уже замерим. В следующий эксперимент мы обязательно замерим газ, количество газа, и увеличим концентрацию щелочи до 30%. А вы в комментариях напишите, увидели ли вы увеличение количества газа в процессе излучения этой причепуры нановолновки. Ну и спасибо вам за активность, за лайки и за подписку. Пока-пока.